День добрый, метро ветеранов? Да. Угу. Добрый день. Добрый. О, а что у вас там, можно узнать? Что именно? Девушка, у девушки что это? А здесь нельзя так... Так а что? Это же не сигарета. Да мне уже не важно, это сигарет, не сигарет. Ну, во-первых, закон уже приняли, что Чего? все парящие, все истории приравниваются к сигаретам в общественных местах, их курить нельзя. Но я не шучу, можете загуглить. Ну, прямо. И помимо всего прочего, мне это не очень приятно. Ну, просто не будем, да, как бы этот момент и ни закон нарушать не будем, да, и меня не будем расстраивать, просто вам ехать 15 минут. Я думаю, что можно потерпеть, окей? Ну ладно, хорошо. Спасибо. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Я еще раз извиняюсь, что я, может быть, много замечаний делаю, а вы не сможете с этим подождать вопросом? Зачем? Ну вот, с прелюдиями вот этими вот тактильными. Ну, мне не 80 лет, да, я, может быть, возбуждаюсь очень быстро. Глядя на молодых целующихся людей, ну и вообще здесь... А что в этом такого? Ну, если я вас сейчас не, так скажем, не попрошу этого не делать, может быть, вы зайдете в какую-нибудь очень глубокую историю, понимаете, и начнется сзади что-нибудь такое, что, ну, наверное, тоже не сильно нужно делать в такси. Ну, сколько раз мы ездили в такси? Не, ну, это все понятно. Знаете, я в молодости тоже ездил в такси и занимался сексом на заднем сидении. Мы же не собираемся. Да. Ну вот, вот я про что и говорю. Лучше я вас сейчас ограничу, чем потом это может закончиться вот такой историей. Ваша задача одна — довести Какая? нас до определенного места. Ну, я везу вас до определенного места. Чего Ну, вы просто... возмущаетесь? Вы получите за это деньги. Я понимаю, но я же объяснил вам, что вы можете не, там, скажем так, не заниматься интимными вещами на заднем сидении. В этом же нет ничего такого. Люди ходят по улице, целуются. В машинах ездят, в такси целуются. Никто не возмущается. Вы и первый человек, кто возмущается по этому поводу. Ну, все, знаете, у меня одна из моих любимых фраз: все что-то в жизни бывает впервые. Понимаете? Ну, в любом случае, вы меня услышали. Молодые люди, я же вроде спокойно, да, объяснил, что, ну, не нужно этого делать в автомобиле. А что мы делаем? Ну, вы там чавкаете, там вот эти все там стоны, поцелуйчики, там по похлопывания. Мне это, ну, мне некомфортно так ехать. У меня же не бордель на колесах, правильно, в конце концов. Это такси, вам что, не подождать? Нужно покурить, полыбызаться. Ну, давайте еще там, я не знаю, заедем сейчас в какой-нибудь там шалман, купим шавермы, бухла, вы будете сидеть, есть там. Ну, просто, блин, вы как, я не понимаю, вам не доехать до места, что ли? Девушка села, как ей удобно. Не, ну девушка села, я же слышу, вы там чпок, вот эта вся история, я же не знаю, может вы сейчас там что-то еще, там у вас начнется какая-то история. Включите музыку погромче. Включить музыку погромче? Я не хочу включать музыку погромче, я хочу, чтобы у меня в такси, вот смотрите, вот вы бы сейчас бы сели и сказали: дружище, вот, блин, вот тебе 5000 рублей, пока мы едем до метро, не смотри, пожалуйста, в зеркало заднего вида. Я бы его так, хоп, отвернул и такой думаю: ну ладно, я сам был молодым, 5000 рублей, в общем-то, наверное, ладно. Если коснись там чего, я там протру или доеду в химчистку. Но когда происходит это вот таким вот образом, люди думают, что они, скажем так, вот в перечне услуг за там сколько там, за 140 рублей существует еще и услуга там типа в этом автомобиле мы можем делать все, но вот такого нет, к сожалению, понимаете. Может быть, я по-стариковски возмущаюсь, но, ребят, ну правда, это, блин, реально ну, мне это, я уже сказал, не подходит, понимаете. Так не смотрите назад. Я же вам говорю, а вдруг я сейчас вот перевозбужусь, понимаете, как бы и пристроюсь там к вашей девушке, вам же не понравится, правильно это? Ну, понятное дело. Вот, понимаете. А еще для вас может быть, скажем так, хуже ситуация, если я перевозбужусь и с вашей стороны подлезу, понимаете?
Вы же не знаете, какая у меня ориентация? Ну вот и что, да, вот понимаете, вот это вот и есть особенности того поведения, о котором я вам говорю. Вы не знаете, что человек вас ведет. Может, я не знаю, может, от меня жена сегодня ушла. Я вот сейчас расстроюсь, блин, и не знаю, что там. И на фоне вашего счастья меня там переклинит, понимаете? Я с вами как-нибудь нехорошо поступлю. Да всякое может быть. Я понимаю, что, может быть, я какую-то чушь несу для вас, но мне будет проще, если вы не будете друг к другу приставать сзади, понимаете? Вы везете меня за деньги, я вам плачу деньги. Ну и что дальше? При этом вы слишком дохуя возбуждаетесь. Ой, возмущаетесь. Я понял. Уже и мат пошел, да, у нас? Я вас услышал. Давайте я все-таки вас, наверное, знаете что, с такими историями на остановочке сейчас мы доедем, я вас высажу, а вы в другом такси поедете. Ну, потому что мне это мне не нужно. У меня нет задачи объяснять молодежи, как нужно себя вести в общественных местах, понимаете? Вы можете вызывающе себя вести, ну, в общественное место. Мы сейчас в обществе находимся. Вы находитесь в моем обществе, как минимум. Это общественное место. Вы в этом общественном месте находитесь, в моем обществе. В общественном месте запрещено целоваться? Блин. Мы не сможем вот сейчас, да, я же объясняю, это тонкая грань. Вы же не просто чмокнулись при встрече, вы сидите там и вот чавкаете, там вот эта вот вся история, слюни, там еще чего-то, еще какие-то моменты. Ну, блин, ну это не это самое, ну, неприятно. Вам стоит сесть за руль, вот один день в такси поводить, чтобы понимать, что это, ну, вот. Ну, а зачем мне это надо? Я не знаю, может, вам это и не надо. Не надо. Ну, мне тоже, понимаете, вот в чем фишка. Вам это не надо, мне тоже это не надо. Вот тут остановочка, тем более вы, так скажем, ну, вот уже пошли нецензурно выражаться. Вы туда выйдете, можете сесть в автобус и там заниматься чем хотите. Ну, у меня в машине... Почему вы не можете это место довести? Не хочу, потому что вы не... Не хочу, вы получаете за это деньги. Я понимаю. Ну, вы-то никак успокоиться не можете, понимаете? Я вас прошу не целовать, ну, там, вот этими вот вещами интимными не заниматься. Не знаю, я не понимаю, почему я вам объясняю это. Где это интимные места? Да я не знаю, блин, я же объясняю вам. Вот я, во-первых, все вижу в зеркало, во-вторых, звуки там всякие, вот эти все истории. Ну, блин, не заниматься этим в такси, езжайте нормально, вот сюда станьте в любую тачку, я не хочу вам объяснять. Молодчик, вот правда, у вас что там, безнал? Все, я останавливаю саму поездку и вызовите другое такси. Все, можете написать, что хотите, жалобу, не жалобу, я отвечу, как я считаю нужным. Ну, у меня, еще раз говорю, у меня не интимная комната на колесах. Я не повезу вас. Если вы конфликтуете изначально, понимаете? Вы начали конфликтовать. Я нормально объяснил, что у меня нельзя курить и шпилиться в машине, понимаете? Мы не шпилимся в машине. Но к этому все идет. Да не идет к этому. Нет, к этому все идет. Я вас уверяю, вот к этому прям все идет. К этому все идет. Я вас понял. Да, счастливо. У меня открыто. А, нет, все открыто. Что? Вы еще не закрылись. Сейчас я открою с той стороны. Вы нажали там на кнопочку. Сейчас. Здесь кнопочка нажалась. Я, может быть, и не прав. Может быть, и не прав. Может быть. И, может быть, сейчас молодежь сожрет меня с говном, скажет, что ну ты прям уже пиздец не знаешь, до чего доебаться. Но, друзья мои, поверьте, мне это, блин, вот, ну вообще не по кайфу. И я думаю, что нет ничего страшного, если бы, ну, блин, вот... человек бы, скажем так, нормально отреагировал и сказал бы, ну, блин, чувак, ладно. Причем, я понимаю, если, блин, ну вот, я все могу понять. Многие, точнее, моменты могу понять. Ну, вам что, бля, не потерпеть, что ли? Если вам не потерпеть, идите куда-нибудь в породняк, пошпильтесь там, я не знаю, еще что-то. Там, бля, ну, будьте вы... Не знаю, может, я кофе перепил сегодня. Меня подписчик угостил охренительным кофе. Зовут его Оскар. Оскар, если ты смотришь, тебе привет, спасибо, кофе был реально кайфовый. Может, я его перепил, конечно, но в целом я такие вещи, не знаю, может, бля, напишите, может, я старый пердун просто, может, я завидую, напишите, вот, напишите, рыжий, ты пердун старый, завистник, почему не даешь молодежи шпилиться и курить на заднем сиденье? Может, я в натуре уже седина у меня, седина
проросла сквозь мозги, и я теперь буду как бабушка на лавке сидеть и говорить: наркоманы! Проститутки! Пишите.